2 столбика. Так, вот я взяла 3, потому что я не посчитала первый для поднятия. Так вот постепенно дошли мы до края, и сейчас соединяем 2 столбика в один. Все, соединили, и мы увидели поднятие. Если наблюдать на этой стороне края, то мы увидели поднятие. Это у нас трикотаж, вязаное изделие. Мы его можем формировать. Также она подвержена отпариванию утюжки. Но так как шерстяное полушерстяное изделие на жакет, то при сшивании этих деталей будет проработано очень четко края. Вот я сейчас формирую, да, поднатягиваю, и когда будут соединяться эти детали, они прям так хорошо формируются и укладываются в шов. Ну, соответственно, шов будет у нас, ну, очень крайний. Он примерно вот будет вот по этой линии проходить. Сейчас я ниточку приложу. Вот где-то вот так вот будет шов проходить. Тоже момент очень интересный, которым я пользуюсь. Вам покажу при сшивании деталей. Вот мы дошли сейчас до момента, когда нужно формировать плечо. Плечо у нас будет покатое. Если у нас полочка идет с покатым плечом, то у спинки у меня было прямое плечо. Я не формировала его покатым. Ну, принцип нужно понимать. Итак, все равно для того, чтобы мы формировали плечо, мы эту часть идем на увеличение. То есть мы прибавляем. Прибавление мы уже делали с вами вот для того, чтобы сформировать пройму. Из одного столбика делаем 2 и вяжем спокойный ряд. Единственное, что здесь мы будем прибавлять, возможно, через ряд, если через ряд будет достаточно прибавок. И на этом уровне рассматриваю сейчас вариант формирования горловины на спинке. Горловина на спинке будет не глубокая, захватит всего 2 ряда. Итак, возвращаемся мы к нашему практически уже вверху. Ну, еще на примере делаю прибавочку. И мне сейчас я прихожу к формированию горловины, к вывязыванию горловины на спинке. Для этого нужно спинку, на спинке найти середину. Середину ищу просто, складываю пополам, маркером отмечаю и вяжу до этой середины. Так как у нас известны мерки горловины, ну, например, 33, да, по спинке так, 15, 16, ну, 16,5. Так, мы доходим практически до середины. 16,5 делим пополам, и начиная с
нужного вам столбика с накидом переходим на столбики без накида. Вот, например, у меня здесь 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Я серединный вот этот ряд, центральный ряд, я его не считаю, он является таким осью, да, воображаемой середины. И постепенно делаю переход, вот как вот на этом образце показано, постепенно делаю переход плавный на полустолбик, затем столбик без накида, провязываем заявленную по меркам горловину столбиками без накида. Так, вот у нас 2, третий у нас столбик, полустолбик, и пошли столбики с накидом. Так, здесь у нас раз, два, да. То есть должна быть симметрия, как вправо, так и влево. Никаких сбоев. И еще один ряд провязываем для того, чтобы зафиксировать горловину. Если она вас устраивает, не такая вот уж прям, убираем маркер. И у нас теперь горловина связана. У Жакета Шанель горловина близко по контуру вокруг лица окаймляет. Поэтому мы горловину будем делать неглубокую. Все, и постепенно, потихонечку вот так вот расправляем, ниточки на место ставим. Они у нас, да, подвижные, но тем не менее мы должны его сформировать, эту часть. Вот такой у нас образец получился в светлом варианте, чтобы вам было наглядно видно. Итак, значит, мы вертикальную линию измеряем в соответствии с количеством в 1 сантиметре, сколько рядов. Замеряем сантиметровой лентой до подъема. Обращаем внимание на нашу выкройку. Отсюда делаем прибавки до пиковой точки, когда эта прибавка завершается. Затем делаем убавки, можно расчет сделать. И дальше мы все формируем по выкройке. Таким образом мы связали спинку спокойно и довольные нашей работой. Вот больше здесь вот так вот можно смотреть. Довольны нашей работой, переходим к полочкам.